Приветствую вас на своем канале, с вами дачница Анюта, и сегодня мы поговорим про посадку нарциссов, а именно о сроках посадки, о том, как подготовить почву, о предварительной обработке луковичек, покажу свою технику высаживания в грунт и обсудим весеннюю посадку нарциссов. Не переключайтесь, будет интересно. Сроки посадки нарциссов. Нарциссы мы с вами сажаем с конца августа до середины октября, в зависимости от вашего региона, когда температура почвы опустится от 4 до 8 градусов тепла. Теперь нам надо с вами подготовить почву. Необходимо внести 7-12 кг на 1 квадратный метр перегноя или компоста и столько же песка для хорошего дренажа. Также не забываем про удобрения. Советую вам внести, кроме удобрений, препарат для борьбы с вредителями земли. В свое время он мне хорошо помог уничтожить луковую журчалку. Далее хорошо все перекапываем. Здесь у нас с вами есть выбор. Либо гранулированные удобрения, либо долгоиграющие. Если вносим гранулированные удобрения, это у нас 70 граммов суперфосфата и 30 грамм калийной соли на 1 квадратный метр. Я предпочитаю вносить долгоиграющие удобрения, которые долго разлагаются в почве. Это костная мука. В чем плюс? Я сейчас внесу это удобрение, и в ближайшие 2-3 года эту грядку я не буду ничем подкармливать. А если вы вносите гранулированные удобрения, то подкармливать данную грядку придется вам уже через год азотными, калийными и фосфорными удобрениями. Можете, кстати, гранулированные удобрения осенью не вносить, а внести их весной. Теперь поговорим про обработку луковиц. Перед посадкой нам следует осмотреть все луковички, чтобы не допустить распространения заболеваний. Все с вами больные луковички мы отбраковываем и выбрасываем. Перебираем, смотрим. А бывает так, вот смотрите, какой пример интересный, что внешне у нас луковичка вроде бы, да, нормальная, но она прям мягкая. То есть если мы с вами вот так вот корень отдираем, видим, что она внутри сгнила. Все, убираем. И вот так каждую мы с вами просматриваем, прежде чем садить их. Детку можете вот так вот отделить. Какие-то, если тяжело отделяются, лучше их не отделять. Это вот легко отделяется. Оп. А вот смотрите, бывает такое, что одна прям, видите, вроде бы неплохая, но одна прям мягкая, вот она мягкая, а вторая прям твердая, хорошая. Если есть возможность ее спасти, то спасаем. Но в данном случае у нас, видите, гнила и та, и та. Покажу, кстати, вам, что внутри находится луковиц. Смотрите, вот это зачаток цветка внутри луковички, он прям в самом серединке. Из него вырастает цветочек потом. То есть вот тут, смотрите, луковица, она сухая, но корни у нее новые отрастут, но она здоровая. То есть она твердая, хорошая. 2 зачатка, 2 цветка будет, двухвершинная. То есть если нет корней, это не говорит о том, что луковица плохая. Потом корешки появятся. Самое главное, чтобы она была не мягкая. Видите, вот нет корней. Видите, все, корешочки пошли. Новенькие расти. Все, пора сажать. Далее здоровые луковички нам с вами надо будет замочить перед посадкой. В растворе Максим Дачник берем 1 столовую ложку. Здесь у меня половина ведра. 7 литров.
Берем 1 столовую ложку. Разводим. Здесь у меня 40 миллилитров. Столовая ложка 15 миллилитров. На 7 литров воды. Разводим. Далее мы берем с вами сетку. Высыпаем туда луковички. И замачиваем в этом растворе 30-60 минут. После того, как луковички мы обработали, мы с вами высаживаем их в грунт. Начинаем мы с вами с самых больших луковичек и идем уже по меньшинству. Сажу я луковички вот таким самодельным инструментом. Называю я его копалочка-ковырялочка. Это обычный кусок дерева, заостренный к концу. Его длина около 30 сантиметров. Объемы я сажу большие, а все приборы из магазина в скором времени у меня ломаются, а этим можно садить любые луковички. Так, садим мы на какую глубину? Примерно увеличиваем визуально размер луковицы в 3 раза. 1, 2, 3. На такую глубину мы с вами должны посадить. Ну, в среднем это высота 10-15 сантиметров. Вот у нас ладошка, это 15 сантиметров. То есть ориентируемся на эту высоту. И примерно вот такую глубину мы с вами делаем и садим луковичку. Расстояние между такими крупными луковицами у нас должно составлять 10-15 сантиметров, а между мелкими 5-10 сантиметров. Земля должна быть у вас хорошо прокопана на штык лопаты. То есть я делаю вот такие вот движения и сажу туда луковичку. Покажу вам крупные луковицы. То есть 10-15 сантиметров вот у нас по центру. Примерно вот. Ушли на ладошку. Посадили следующую. Глубину смотрите. Я уже, конечно, по опыту примерно знаю. Но хочу сказать, даже если вы заглубите, ничего страшного. Если вы, наоборот, немножко ближе к поверхности земли посадите, самое главное, я вас прошу очень, укройте просто хорошо их. Ничего страшного не будет. Они со временем размножатся, образуют гнездо. Если им надо, они сами уйдут в глубину. И также, если им надо, они будут подниматься и нарастать просто выше. То есть прям совсем, конечно, не надо на поверхности садить. Но если даже вы немножко не учтете эту глубину, ничего смертельного из этого не будет. Все, и утрамбовываю, чтобы воздуха не было там. У меня, видите, натянута веревочка специально, потому что я сажу рядками, чтобы у меня все ровненько было, красивенько. Веревочку я переставляю. Сажу я не в шахматном порядке, а сажу друг над другом, так их потом удобнее выкапывать, когда они разрастаются. Давайте покажу вам, что касается небольших луковичек, потому что потом вам тоже все равно надо будет их размножать. То есть беру вот такие вот луковички небольшие, они будут у вас чуть-чуть почаще. Смотрите. Буквально расстояние вот тут 10 сантиметров. Раз, воткнули. Раз, воткнули. Вот такие вот небольшую. Детку можно вообще часто-часто садить. Можно сделать детка-траншею. Сделали, положили их вот так донцем вниз, самое главное. И не забывайте, имейте в виду, что вот расстояние 30 сантиметров, 30-40 сантиметров от борта мы оставляем. Не садим у края. Нарциссы вымерзают.
Это можете посмотреть в моем видео. 5 причин, почему нарциссы не цветут. Я рассказываю, в каких случаях по краю мы нарциссы не садим. Такая вот у нас хорошенькая грядочка получилась. Грядка разделена по 1,5 метра по сортам. Сейчас возьму грабли и заграблю отверстие. И все, потом на зиму будем укрывать. Что касается у нас весенней посадки нарциссов. Нередко так случается, что луковички мы не можем высадить в нужные сроки. Особенно, когда поздно приходит посадочный материал. Кстати, мои луковички приходят качественные и очень быстро. Для заказа луковичек переходите в телеграм-канал. Но если сложились так обстоятельства, что вы не успели все-таки посадить луковички осенью, то существует несколько путей их сохранения. Первый вариант – хранить в нижнем ящике холодильника до наступления весны. Нарциссы, конечно же, в данном случае будут отставать от нормально посаженных осенью, но со временем они перестанут болеть и уже на следующий год зацветут в полную силу. Второй вариант – вы можете луковички посадить в кашпо с землей и вырастить их в домашних условиях. Цветут они у вас рано, если в помещении жарко, и продолжительность цветения будет небольшой. После того, как нарциссы у вас отцвели, листья увяли, выкопайте луковички и оставьте на хранение до осени. После этого высадите в грунт. А в следующем ролике поговорим с вами про укрытие нарциссов на зиму.